В Париже бушуют страсти, поэтому нам есть о чем поговорить. Бальман — это секс, это любовь, это всегда соблазнительно и никогда не вульгарно. Типаж женщины Бальман — это, наверное, один из тех, который мне лично нравится. Словосочетание «сильная женщина», на мой взгляд, уже давно звучит банально, просто потому что его применяют к любой коллекции, к любому бренду и не всегда к месту. Но, безусловно, одевшись в один из образов коллекции «Весна-лето 2018» от Balmain, невозможно не почувствовать ее энергию, ее силу. Анализируя эту коллекцию, я поняла, что все в ней в деталях, потому что большинство форм и силуэтов, сочетание белого и черного, они достаточно классические. Что вы себе представляете при словосочетании белый верх, черный низ? Я вспоминаю сразу школьную линейку. Не самые приятные воспоминания. 1 сентября, уже холодно, хочется одеться красиво, но неважно. У Бальман это выглядит вот так. И не намекай на скуку, на банальность, а все дело в отделке, все дело в материалах, в пайетках, и образ становится абсолютно самодостаточным. Тоже, например, касается и комбинезона из латекса, в котором появилась на подиуме Наталья Водянова, где достаточно свободный силуэт комбинезона и сильный по фактуре латекс уравновешен белой рубашкой. Но какой рубашкой? Попробуйте ее себе представить без вырезов на плечах и без отделки по краям воротничка и по контурам. Это была бы совершенно другая история. Уже другая разновидность того же комбинезона, но в сером цвете, усыпанная кристаллами. В общем, вы поняли, я хочу этот комбинезон, один из двух или оба, все вместе и сразу. Потрясающие силуэты юбок, платьев, нечто среднее между юбкой-карандаш и укороченной версии так называемой юбки рыбий хвост или русалки, да, русалочки, как это называется, mermaid. Особенно острое сочетание было в образе с белой простой майкой, хотя с логотипом Бальман майка уже никогда не будет простой, и такого же плана юбки, просто огонь. Это коллекция Оливье Рустан, это гимн сложным сочетанием, множество фактур, тканей, отделок внутри очень простых форм и образов, которые без этих рискованных элементов оказались бы просто совершенно обычными и скучными, например, брюки и блейзер. Но вот в этом прочтении с этой отделкой это уже совершенно новая история. Мне нравится движение вещей в этой коллекции, их динамика на подиуме. Внедрение цвета тоже было совершенно блестящим, красный и синий. Все дело в том, как были использованы ткани и материалы и, собственно, их трансформации. Здесь тоже все дело в деталях. На этом я заканчиваю свою оду любви к бренду Balmain. Просто блестящая коллекция, которую хочется купить, надеть и носить. Судя по всему, креативный директор Lanvin, Оливье Лапидус, если честно, не знаю, как произносится его фамилия, сделал коллекцию для каких-то очень важных похорон. Наверное, чтобы похоронить цветную часть своей коллекции. Бренд и так уже был в довольно плачевном состоянии после его предшественника Бушра Жерар, и об этом прежде всего говорят цифры, потому что минус 18 миллионов 300 тысяч в 2016 году говорят сами за себя. У нынешнего креативного директора крайне странное резюме для такой важной роли, и до этого он руководил своим e-commerce и занимался дизайном интерьеров отелей. В общем, он оказался в Lanvin. Мои искренние комплименты тайваньской компании, владелице одного из самых старейших брендов Франции Lanvin. Ну что ж, это все вылилось в очень ожидаемые силуэты, в ожидаемых тканях. Это неудачный пример использования черного цвета, абсолютно потухшего, юбка порвавшаяся, как будто бы спереди очень некрасиво режет ногу, шрифтовый принт в духе Calvin Klein 10-летней давности. В общем, ничего от Lanvin. По-моему, это ночной кошмар, а не коллекция. Уж простите, но для меня Lanvin уже не тот без Эльбаза. И даже оставив в стороне то, с чем в сознании ассоциируется у людей бренд Lanvin,
и представив себе, что это анонимная коллекция, никак не относящаяся к бренду, в любом случае она осталась бы по-прежнему ужасной. А для такого модного дома, как Lanvin, по-моему, это просто трагедия. Ну, ясно точно. Сен-Лоран хочет, чтобы следующим летом мы носили кожаные шорты с высокой талией. У меня такие есть одни. Но на Кай, дочке Синди Кроуфорд, они явно смотрятся лучше. В остальном, по версии Сен-Лоран, можно быть немного раздетыми, немного леопардовыми, ну, или полуневестой из 80-х, или из 20-х. Но почему бы и нет. У меня не получается выявить четкую линию коллекции. В ней есть всего понемногу. Мне очень понравились свободные, полные воздуха рубашки. Потом был очень неожиданный переход к объемным силуэтам и, назовем их так, из богатых тканей. Многие образы напоминали иконы модной истории, например, Баленсиаги. Было, безусловно, много преувеличений, гигантских перьев, такая интерпретация кабаре, на мой взгляд, гротескные лацканы, головные уборы конца 50-х. Было немного цвета, вкраплений, да, в сочетании с драпированным шелком. Мне понравились многие отдельные элементы, которые я перечислила, но я не прочувствовала эту коллекцию. Она вызвала у меня слишком много откликов и ассоциаций с другими дизайнерами, с другими эпохами, с миром спектакля. В общем, может быть, бренду не хватает приставки Ив, которую он так недавно потерял. И теперь о Рике Оуэнсе. Рик Оуэнс создает не вещи. Его коллекция — это зачастую провокация, это вызов. Они раздражают, они злят, они завораживают, они влюбляют, они вызывают непонимание, восхищение. Это буря эмоций, это скульптура, это произведение искусства, это чистое вдохновение, это работа с исходным материалом. Меня волнует, задевает и восхищает то, как он работает с белым цветом, как ему удается создать все эти ритмы, тени, слои, формы, почти как из мрамора, но в прочтении 21 века. Абсолютно точно, что Рик Оуэнс не может оставить равнодушным никого, и это и есть главная миссия художника, творца, я думаю, вызывать чувства, мысли и сомнения. Безумная геометрия, работа с тканью, ее отдельная собственная жизнь в этих складках, спиралях, линиях. Очень сложно с точки зрения проектирования такой вещи. Завораживают формы, которые не имеют никакого отношения, ничего общего с телом, с его формами, с фигурой, и не имеют цели понравиться. Они просто есть, вот такие, какие есть. Также привлекли мое внимание размышления дизайнера на тему обычной майки, так называемой алкашки, а точнее ее круглого выреза и бесконечных переплетений. И невозможно было найти ни начало, ни конец всему этому. Я в абсолютном культурном экстазе, культурном шоке и восхищении от этой коллекции.